Все изменилось в тот момент, когда Чонгук произнес слово «брак», и все взгляды медленно устремились на Тэхиона. То, что произошло дальше, шокировало всех. В комнате не должно было быть так тихо. Голос Чонгука все еще висел в воздухе. Это единственное слово эхом отдавалось громче всего, что он сказал за весь вечер. «Брак». Это вырвалось естественно, почти небрежно, но эффект был мгновенным. Разговоры вокруг них замедлились, а затем и вовсе прекратились. Несколько сотрудников обменялись взглядами. Камеры слегка сместились, как будто даже линзы почувствовали, что только что произошло нечто монументальное. И тогда все взгляды переключились. Тэхион ничего не сказал, по крайней мере сначала. Он казался безучастным. Его поза оставалась расслабленной, а выражение лица — нечитаемым. Но фанаты, внимательно наблюдавшие за происходящим, позже будут пересматривать эти кадры снова и снова, потому что в эту короткую секунду что-то изменилось. Его челюсть напряглась, его взгляд на мгновение метнулся к Чонгуку, прежде чем он отвернулся. Чонгук заметил. Он всегда замечал. В следующем вдохе Чонгука возникла легкая пауза, едва заметная, которую большинство людей пропустили бы. Но Тэхион этого не заметил. Их глаза снова встретились, на этот раз дольше. Ни улыбок, ни шуток, просто безмолвный обмен мнениями, который казался тяжелее слов. Кто-то неловко засмеялся на заднем плане, пытаясь разрядить обстановку, но это не сработало. Напряжение оставалось густым и неоспоримым. Затем Тэхион сделал то, чего никто не ожидал. Вместо того, чтобы отмахнуться от этого или превратить все в шутку, он слегка наклонился вперед. Не к камерам, к Чонгуку. «Ты серьезно?» — тихо спросил Тэхион. В комнате воцарилась тишина. Чонгук не стал этого отрицать. Он и не подтвердил это. Он просто улыбнулся, мягко и осторожно. Улыбка, намекающая на нечто большее, чем ему было позволено сказать. Позже фанаты опишут это как ту самую улыбку, которая появлялась у него на лице только тогда, когда правда была на кончике его языка. «Я никогда не говорил, что я несерьезен», — ответил Чонгук. Вот и все. Этого было достаточно. Интернет взорвался в считанные минуты. Видео замедляли, увеличивали и анализировали кадр за кадром. Фанаты спорили о взгляде, который Тэхион бросил на него после этого, о том, как он один раз почти незаметно кивнул, словно подтверждая то, что они уже обсуждали. Одни говорили, что это был шок, другие настаивали на понимании, а некоторые верили, что это было нечто еще более глубокое. Но никто не мог отрицать одного — реакция Тэхиона не была случайностью. Позже, когда мероприятие закончилось и камеры наконец выключились, свидетели утверждали, что они ушли вместе, идя бок о бок в полной тишине. Ни смеха, ни поддразниваний, только тихая близость, которая возникает из разговоров, которому миру не дано услышать. Именно это и взволновало фанатов, потому что слова Чонгука о браке были неожиданными, но реакция Тэхиона ощущалась как подтверждение. Что-то уже изменилось, и что бы это ни было, оно не должно было долго оставаться скрытым. Тишина, последовавшая за их выходом из комнаты, казалась тяжелее того шума, который они оставили за собой. Никаких камер, никаких сотрудников, выкрикивающих их имена, только тихий гум ламп в коридоре и мягкий звук их шагов, движущихся в синхрон. Тэхион первым замедлил шаг. Чонгук заметил это мгновенно и тоже остановился, слегка повернувшись и ожидая. Одно это говорило обо всем. «Ты не обязан был это говорить», — наконец сказал Тэхион. Его голос низкий, контролируемый, но не сердитый. Чонгук медленно выдохнул, проведя рукой по волосам. «Я знаю». Не было ни отрицания, ни оправданий, только честность. «Но ты сказал это», — продолжил Тэхион, теперь устремив пристальный взгляд на Чонгука. «Почему?» — Чонгук встретил его взгляд. «Потому что я устал притворяться». Это была всего одна фраза, которая заставила Тэхиона на мгновение отвести взгляд. Позже фанаты клялись, что именно в этот момент все изменилось. В этот момент Тэхион перестал быть спокойным наблюдателем и превратился в человека, разрывающегося между осторожностью и истиной. Он сжал губы, словно взвешивая последствия в своей голове. «Ты понимаешь, что они будут говорить?» — пробормотал Тэхион. «Что они уже говорят?»
«Что я знаю?» — снова ответил Чонгук, еще мягче. «Но я также знаю, что ты услышал». Это остановило его. Тэхион медленно обернулся. «Что я услышал?» Чонгук не стал отвечать сразу. Он подошел ближе. Не настолько близко, чтобы коснуться, но достаточно близко, чтобы расстояние между ними казалось преднамеренным. «Что я не шутил». Выражение Тэхиона слегка изменилось. Ни улыбка, ни хмур, но что-то среднее, что-то опасно честное. «Вот почему я отреагировал», — ответил Тэхион. «Не потому, что ты сказал это, а потому, что ты имел в виду». Снова пауза, на этот раз длиннее. Где-то вдалеке закрылась дверь. Время, казалось, продолжало течь для всех остальных, но не для них. «Я не был готов к тому, что ты скажешь это вслух», — продолжал Тэхион, «но не принимай это за шок». Брови Чонгука слегка приподнялись. «Тогда что это было?» Тэхион не сводил с него взгляда. «Признание». Это единственное слово ударило сильнее, чем любой заголовок. Плечи Чонгука слегка расслабились, как будто он задерживал дыхание с той самой минуты, как слово «брак» сорвалось с его губ. «Хорошо», — тихо сказал Чонгук, «потому что я не хотел, чтобы ты думал, что я один». Тэхион медленно и осознанно выдохнул. «Не один». И вот оно. Ни признание, ни обещание, но что-то столь же мощнейшее. Позже тем вечером фанаты заметили нечто странное на фотографиях с мероприятия. Чонгук и Тэхион стояли не так далеко друг от друга, как обычно. Они не шутили перед камерами. Они стояли близко, почти касаясь плечами, их выражения лиц были спокойными и собранными, как будто решение уже было принято. Никаких объяснений, никаких заявлений, никаких уточнений, но Тэхион публиковал одну вещь через несколько часов. Ни подписей, ни эмодзи, просто фотография двух теней, стоящих бок о бок и тянущихся вперед под одним источником света. И интернет понял, что бы Чонбок ни начал словами о браке, Тэхион закончил это тишиной, потому что некоторые истины не нужно повторять, их нужно просто увидеть. К утру тишина уступила место шуму. Фотография, которую опубликовал Тэхион, разлетелась быстрее, чем кто-либо ожидал. Фан-аккаунты анализировали каждый пиксель, каждую тень, каждое возможное значение, скрытое в угле падения света. Две фигуры, один путь, никакого расстояния между ними. Это не случайность, настаивали фанаты. Тэхион никогда ничего не публиковал без умысла, и Чонгук это знал. Он увидел пост прямо перед рассветом. Его телефон мягко светился в темноте. Он не сразу отреагировал. Ни лайка, ни комментария, просто долгий взгляд на экран. Палец завис над ним, прежде чем он, наконец, заблокировал его и положил телефон. В тот день они должны были хранить молчание. График вернулся в нормальное русло. Интервью, репетиции, улыбки, тщательно расставленные там, где их ждали. Для внешнего мира ничего не изменилось, но любой, кто наблюдал внимательно, мог это почувствовать. Атмосфера между ними теперь была другой, менее настороженной, более расслабленной. Во время репетиции Чонгук пропустил строчку. Ничего приметного, но Тэхион заметил это мгновенно. Он повернулся, поднял бровь, и Чонгук тихо рассмеялся, покачав головой. Этот короткий обмен мнениями, это невысказанное понимание шокировало фанатов, когда в сети появился ролик со съемок. Вы это видели? Посмотрите, они даже не пытались это скрыть. Что-то случилось, вы можете это почувствовать. Они не ошибались. Позже, во время короткого перерыва, Тэхион сел рядом с Чонгуком, а не в другом конце комнаты, как обычно. Никаких объявлений, никаких объяснений. Он просто сел достаточно близко, чтобы их колени соприкасались при движении. «Ты сегодня тихий», — сказал Тэхион. Чонгук взглянул на него. «Ты опубликовал фото». Тэхион мягко хмыкнул, не отрицая этого. «Это фото», — продолжал Чонгук, — «ты знал, к чему это приведет». Тэхион наконец посмотрел на него. Его взгляд был спокойным, но твердым. «Да». Чонгук вгляделся в его лицо. «И ты согласен с этим?» Тэхион ответил не сразу. Он посмотрел вперед на пустую сцену, где огни только начинали гаснуть. «Я согласен с тем, чтобы больше не притворяться», — сказал он.
Это не значит, что я должен рассказывать все секреты. Это просто значит, что я больше не буду скрывать правду от самого себя. Чонгук медленно кивнул. Это все, о чем я просил. Между ними снова возникла пауза, но на этот раз она была спокойной, а не тяжелой. Когда позже в тот же день в эфир вышло следующее интервью, никто не ожидал того, что произошло. Вопрос был безобидным, безопасным, что-то о планах на будущее. Чонгук ответил первым. «Мне нужна стабильность», — сказал он, — «что-то настоящее, что-то, что длится долго». Ведущий улыбнулся, готовый перейти к следующему вопросу, но Тэхён заговорил. «И мужество», — добавил он, — «чтобы стоять на своем, даже когда это неудобно». Камеры зафиксировали это. То, как Чонгук мгновенно повернул голову. Тэхён не отвел взгляда. Фанаты затаили дыхание. Имена не назывались, ярлыки не вешались, но послание было настолько ясным, что никакой монтаж не смог бы его стереть. Тем же вечером Чонгук наконец ответил на пост Тэхёна. Не словами, а одним черным сердцем. Просто, тихо, неоспоримо. И в тот момент фанаты поняли нечто важное. Это больше не было слухом, это не было оговоркой. Чонгук не просто сказал «брак», он открыл дверь, а Тэхён, он прошел через нее, не оглядываясь. Одного черного сердца было достаточно, чтобы все вспыхнуло. В считанные минуты новостные ленты были завалены скриншотами, теориями, замедленными видео и сравнениями событий многомесячной, нет, многолетней давности. Фанаты соединяли точки в том, что внезапно казалось менее надуманным. Моменты, которые когда-то отвергались как совпадения, теперь казались намеренными, знакомыми, даже очевидными. Но внутри здания компании царила совсем другая атмосфера. В тот же вечер было созвано закрытое совещание. Никаких камер, никаких менеджеров, улыбающихся прессе, только напряженные лица и тщательно подобранные слова. Чонгук сидел неподвижно, сложив руки, слушая без пауз. Тэхён слегка откинулся назад, скрестив руки, его взгляд был острым, но спокойным. «Вы оба понимаете, как это выглядит», — осторожно сказал кто-то. Чонгук кивнул. «Да». Тэхён не отвел взгляда. «Мы понимаем». Затем последовала речь-то, которая тянулась дольше всего, когда никто не хотел озвучивать реальную проблему. «Слово «брак», — начал другой голос. «Этого не было в сценарии», — наконец заговорил Чонгук. «И правды тоже». Наступила тишина. Тэхён слегка повернул голову, наблюдая за Чонгуком краем глаза. Его выражение лица не было удивленным. Скорее, это была решимость. «Мы ничего не объявляем», — ровным голосом объявлял Тэхён. «Мы ничего не подтверждаем, но и лгать мы тоже не будем». Это различие изменило все. После окончания встречи они не разошлись. Они вышли вместе, их плечи были на одном уровне, их шаги совпадали без колебаний. Снаружи ночной арей был холоднее, резче. «Ты в порядке?» — тихо спросил Чонгук, когда они остались одни. Тэхён слегка, но искренне улыбнулся. «Я должен спрашивать это у тебя?» Чонгук выдохнул. Полусмех, полуоблегчение. «Я никогда не был так уверен ни в чем». Тэхён стал выше. Чонгук тоже остановился. Они стояли под уличным фонарем, тени тянулись вперед, как на фотографии. Тэхён долго смотрел на него, изучая его лицо, словно запоминая его. «Знаешь», — тихо сказал Тэхён, — «как только ты скажешь что-то подобное, ты не сможешь забрать это назад». «Я и не хочу забирать», — без колебаний ответил Чонгук. В этот момент Тэхён протянул руку, не демонстративно, не для того, чтобы все видели, он просто схватил Чонгука за рукав, его пальцы сжались там, словно он пытался заземлиться. «Тогда не забирай», — сказал Тэхён. На следующий день фанаты заметили нечто тонкое, но невозможное для игнорирования. Чонгук носил рисокт. Не бросковый, без объявления, просто скромное кольцо, едва заметное, если только вы не искали его специально. А фанаты всегда искали. Теории летели во все стороны. Кольцо обещания, символизм, совпадение. Тэхён не носил браслет, но он продолжал поглядывать на руку Чонгука. Во время прямой трансляции позже на этой неделе комментарий фаната проскользнул мимо модераторов. «Вы говорили о браке? Серьезно?» Комната затаила дыхание.
Чунгук первым улыбнулся. Спокойный, непоколебимый. Да. Тэхён не стал отмахиваться. Он кивнул. Некоторые разговоры, ровным голосом добавил Тэхён, являются личными, но серьезно не значит внезапно. Это был тот самый момент. Не взрывной, не драматичный, но настоящий. И фанаты наконец поняли разницу. Это не было скандалом, ждущим своего часа. Это была история, которая уже началась. История, которая началась с одного слова, сказанного так честно, что его невозможно было игнорировать, и продолжилась двумя людьми, которые тихо и твердо решили не оглядываться.